Вечером 17 октября 2003 года 19-летняя Лиза и 20-летний Брэндон направлялись в сторону Бамблби-Род, чтобы отпраздновать свою годовщину знакомства в ночном походе. Это была счастливая и жизнерадостная пара, они встречались уже год. Изначально они хотели отпраздновать годовщину отношений, отправившись в Диснейленд, но их планы изменились. Вместо этого они решили отправиться в ночной поход, только на одну ночь, в часе езды от своего дома, поскольку Брэндон был личным тренером, и ему нужно было встретиться с клиентом на следующее утро. Лиза рассказала почти всем своим друзьям и близким о планах на ту ночь. Многие знали, что район, который выбрала пара, может быть опасен для жизни, поскольку он представляет из себя безжизненную пустошь и место для вечеринок и пьянок вне поля зрения общественности. Пара отправилась в путь во второй половине дня. Мама Лизы позвонила дочери вскоре после того, как пара уехала, чтобы узнать, благополучно ли они добрались до места. Лиза сказала своей матери, что они еще в пути, и им предстоит еще долгий путь. Это был последний раз, когда мама Лизы поговорила со своей дочерью. На следующее утро родители ребят ожидали их возвращения, но их все не было, и через несколько часов родители начали паниковать. Родители начали звонить их друзьям, но никто ничего не знал о судьбе пары. Тогда трое друзей Брэндона решили совершить часовую поездку в Бамблби, чтобы найти пару. 18 октября в 15 часов 30 минут друзья Брэндона наткнулись на белый Форд, принадлежащий матери Лизы, который Лиза одолжила для совместной поездки со своим парнем. Подойдя к автомобилю, троица обнаружила Брэндона и Лизу, все еще лежащих в своих спальных мешках, в кузове автомобиля. Друзьям не потребовалось много времени, чтобы понять, что что-то не так. Брэндон и Лиза были застрелены и лежали мертвыми в задней части автомобиля. Друзья приняли решение вызвать полицию. Осмотрев жертв преступления, следователи обнаружили, что пара была застрелена из пистолета 25-го калибра, который был необычным оружием для такого преступления, поскольку такой калибр используется для малогабаритных пистолетов карманного ношения. Хотя первоначально предполагалось, что это было самоубийство, полиция исключила эту версию, когда было обнаружено, что пистолета не было на месте происшествия и он, вероятнее всего, был увезен преступником. В 30 метрах от грузовика находилась фотокамера, которая была сломана и разбита. Полиция почувствовала, что фотокамера была сломана, вероятнее всего, чтобы избавиться от улик. Несмотря на эту попытку, следователи смогли восстановить несколько фотографий, и хотя почти все они не представляли интереса, по мнению полиции, последние 3 фотографии были интригующими. На одной из фотографий Лиза сидит в кузове грузовика в ту ночь похода. Она улыбается, и ее глаза смотрят не в объектив камеры, а чуть в сторону, а за девушкой кромешная черная тьма. Глядя на фотографию, мама Лизы сказала, что знает свою дочь, и здесь явно что-то не так. Она сказала: «Я как мать чувствую, что моя дочь находится в бедственном положении, и хотя это может выглядеть как счастливой фотографией для всех нас, но это на самом деле не так». На второй фотографии Брэндон, и он сидит на том же месте, что и Лиза на ее фотографии. Вместо того, чтобы улыбаться, Брэндон скрестил руки на груди, и его лицо без какого-либо выражения. Третье фото самое интересное. В центре фотографии вы можете увидеть то, что кажется лампой и, возможно, каким-то растением под ней. Когда родителей погибших допрашивали следователи, все они заявили, что не знают места, где была сделана эта фотография. В источниках утверждается, что фотография была сделана после гибели пары. Неясно, как это произошло, поскольку если фотография была сделана после их смерти, это означает, что убийца взял с собой камеру, сделал фотографию или случайно, или специально, а затем вернулся на место преступления, сломал ее и оставил там. Одна из ранних теорий заключалась в том, что один из друзей Брэндона совершил эти убийства, в частности, это был один из друзей, который нашел автомобиль пары.
У этого друга были сильные романтические чувства к Лизе, и семья и следователи определили, что это может быть мотивом для преступления. Вскоре после убийств друг собрал свои вещи и покинул штат. Его дом был совершенно пуст, когда следователи пришли к нему. Позже этого человека проверили на полиграфе, и он успешно прошел проверку и был исключен как подозреваемый. Детектив по этому делу заявил, что его не следовало исключать в качестве подозреваемого только на основании полиграфа и хотел бы повторно допросить этого человека. Вторая теория заключается в том, что кто-то случайно наткнулся на автомобиль и решил, что хочет его украсть. Когда злоумышленник понял, что два человека спят в задней части автомобиля, он застрелил их. Аналогичное преступление произошло 6 месяцев спустя, где двое мужчин были застрелены, а их автомобиль был украден. При этом убийца покончил жизнь самоубийством и не смог быть допрошен о смерти Лизы и Брэндона. Родители пары предлагают вознаграждение в размере $10 000 за любую информацию, которая может принести справедливость в этом деле, поскольку оно все еще открыто, почти 20 лет спустя. А что думаете вы? Оставляйте ваше мнение в комментариях. Спасибо за внимание и до скорого.